Как-то так в последнее время получается, что создавшаяся ситуация заставляет писать на темы, которые ранее мной для размышления и освещения принципиально даже не рассматривались. По прививкам и инфекциям я себя специалистом не считаю, но когда проблема эта уже вышла на уровень дискуссий в широкой общественности, не высказаться по этой теме не смог. Теперь вот не на шутку озадачили грядущие прошлогодние Олимпийские игры. Так называемый спорт высоких достижений меня вообще давно не интересует, но такое событие, как Олимпиада, это все-таки уже тоже что-то из области общечеловеческих ценностей. Настоящее историческое событие, причем с любой точки зрения, как для современников, так и в качестве культурного наследия всей нашей цивилизации. И вот с этого ракурса то, что вскоре должно таки произойти в Токио, вызывает, мягко говоря, недоумение. Уверен, что не только у меня одного. Причем, опять же и снова, сразу по нескольким параметрам, которые никак не стыкуются ни со спортом, ни с историческими олимпийскими традициями, ни с общепринятыми доселе понятиями о подобных массовых мероприятиях. Начать надо, видимо, с того, что впервые в истории Олимпийские игры проводятся в некой стране, где в данный конкретный момент подавляющее большинство населения с этим вообще не согласно. А в Японии сейчас это именно так. В самой олимпийской столице, Токио, количество противников игр составляет более 80%. Это абсолютно беспрецедентная ситуация. Ведь обычно, в понятии людей, Олимпиада — это светлый праздник, который ждут, к нему готовятся, ему радуются, от него предвкушаются главным образом положительные эмоции, встречи, общение, дух здорового честного соперничества и взаимопонимания. Исторические Олимпиады, кроме просто демонстрации достижений атлетов, располагали именно ко встрече самых разных людей из самых разных частей нашей планеты на политичной основе, на принципах равенства и взаимного познания, и, как следствие, способствовали укреплению взаимопонимания и мира между народами. Но в 2021 году в Токио ничего подобного точно не будет, коронавирус внес свою лепту. Мало того, что сами игры 2020 проводятся с опозданием на год, как раз из-за пандемии, так еще и без зрителей. Сначала по соображениям инфекционной безопасности было принято решение не пускать в страну иностранных болельщиков, потом на большинство соревнований жестко ограничили вход и самим японцам, а спортсменов-участников и их сопровождение решили жестко изолировать в так называемых пузырях безопасности, никуда не выпускать, ни с кем не давать общаться, передвижение строго изолированным транспортом по изолированным коридорам от пункта размещения к месту проведения соревнований или тренировки. Сама Олимпийская деревня, всегда и везде ранее, являвшаяся центром притяжения прессы, болельщиков и гостей, а также главным местом встреч и общения самих спортсменов, сейчас в Японии представляет собой спартански обустроенный режимный объект, отрезанный не только от внешнего мира, но и внутри жестко разграниченный на отдельные сектора, фактически без возможности пересечения находящихся в них людей. Достаточно странная олимпийская атмосфера, не правда ли? С точки зрения чисто спортивной, так сказать, тоже все более чем странно. Хотя в том, что называется большой спорт, эти странности наблюдаются уже длительное время. Кстати, именно по этой причине я лично утратил к нему какой-либо интерес. История с запретом государственной символики для российских представителей уже тоже появилась достаточно давно, всем также давно известно, и, можно сказать, набила оскомину. Началось все это вроде как из-за допинга, и именно у российских атлетов. Но длится уже как-то уж слишком долго, так долго, что все уже почти привыкли. Это как бы уже даже неписанной нормой стало, что наши спортсмены почти везде выступают без флага, гимна и символов своей страны на форме. Я лично вообще не понимаю, что они там делают на таких унизительных условиях, особенно на фоне, например, норвежских лыжников, поголовно астматиков, тяжело больных американских гимнасток и так далее и тому подобное, которым по этому поводу всякие запрещенные препараты принимать как раз можно. Но это несколько иная тема, что наши атлеты там в таком виде делают, сейчас ее разбирать не буду, хотя и на этот счет есть у меня вполне определенное мнение. Другой вопрос, что всем понятно, это не про допинг, а про политику. Спорт высоких достижений — это ведь давно уже и не спорт вообще, это шоу, политика и бизнес, конечно. Что-то типа цирка. Правда, в цирке политики точно меньше. Там ведь тоже трюкачи часто выходят на границы физических возможностей человека, а иногда, как кажется, даже за них, но тесты на допинг им почему-то никто не делает. Оно и понятно, они профессионалы, это их работа и их собственный риск,
И на что эти люди идут ради интереса публики, их собственное дело. И публика платит им за это деньги. А в большом спорте что, что-то по-другому, что ли? Разве атлеты олимпийского уровня не профессионалы, которые ничем другим в жизни не занимаются? Разве они за это деньги не получают, рискуя собственной жизнью и здоровьем? Ведь ни для кого не секрет, что такой уровень нагрузок со здоровым образом жизни ничего общего не имеет. Скорее прямо наоборот. А отличие от цирка, по большому счету, только в том, что зрительская аудитория в миллионы раз больше, и, соответственно, деньги совсем другие, огромные, ни одному цирку столько не снилось. Видимо, как раз поэтому любое цирковое представление из-за пандемии отменить можно, а Олимпиаду нельзя. А все эти разговоры про то, что спортсмены, мол, готовятся же, что это их жизнь, их надежды и тому подобное, правда, конечно, но совсем не главная причина для проведения, а точнее для неотмены проведения подобных соревнований. Для циркачей это ведь тоже их жизнь и их надежды, как и для артистов театров, для работников ресторанов и так далее. Но денежные суммы там все-таки задействованы не те. А вот за то, что можно заработать на Олимпиаде, пандемия, не пандемия, для кого-то игра явно стоит свеч. И в спорте высоких достижений, допинги, эти самые и другие официально запрещенные вещи ради этих высоких достижений и денег за них широко используются и применяются, и каждому здравомыслящему индивидууму это должно быть понятно. Это как с правилами дорожного движения, как-то где-то сильно или не очень, часто или редко, иногда несознательно. Но нарушают их почти все, кто ездит за рулем, а ответственность несут только те, кто попал под камеру или в поле зрения ястребиного ока гаишника. А кое-кому и такое проходит. Мигалки, ксивы, связи, красивые номера, взятки, опять же, и тому подобное. Вот, и в спорте все точно так же, ничего нового. При этом на своей последней пресс-конференции, как раз по случаю подготовки, несмотря ни на что уже почти проходящих в 2021 году в Токио 2020, а также в связи с большим количеством нелицеприятных вопросов к ним, глава МОК Томас Бах, кроме всего прочего, заявил: главное, чтобы сохранился дух честных соревнований и соблюдались права человека. Ничего вроде «хорошо сказано», типа как за все хорошее и против всего плохого, не придерешься. Но мне лично вот от этого всего просто тошно уже. Тошно от постоянного лицемерия и чистой лжи, маскируемых под общепринятыми универсальными, обтекаемыми фразами, всяких там международных высоких функционеров различного профиля, Баха не исключая. Кроме нескольких новых видов спорта, новинкой приближающейся Олимпиады станет официальное участие женщины-трансгендера-тяжелоатлетки из Новой Зеландии. Новинка, собственно, состоит только в том, что участие трансгендера в соревнованиях такого уровня будет именно официальным. К вопросу про допинг и честность соревнований можно заметить, что в женских командах по различным видам спорта уже и ранее появлялись участницы и внешне, и по своим физическим способностям женщин, напоминающие крайне мало. Но это все, мол, мать природа так обдаровала, и гормональные препараты тут совсем ни при чем. Ну, или они были просто предписаны, по болезни, конечно, как иначе. Трансгендер, тяжелая атлетка из Новой Зеландии, Лорел Хаббард, но вернусь к первому официальному трансгендеру-олимпийцу, или точнее, трансгендерша, женщина все-таки. Тут сразу поясню, я в принципе не против трансгендеров, геев, лесбиянок и всех остальных ЛГБТ, или как их там, чтобы никого не обидеть, граждан. Общество у нас уже теперь всецело толерантное и современно продвинутое. Каждый волен сам с собой делать, что хочет, в этом смысле полная свобода. Мое тело, мое дело, так сказать. Но вот здесь не только к провозглашенной Бахом честности соревнований, но даже и к соблюдению им же так уважаемых прав человека возникают большие вопросы. Человек, родившийся мужчиной и совсем недавно им еще бывший, по своим физическим данным, женщину точно превосходит, а соответственно и шансы на победу в соревновании с ней у него точно заведомо выше. Особенно в таком виде спорта, как тяжелая атлетика. Так как же быть с честностью? А если говорить про защиту прав, так чьи, собственно, права в данном случае защищаются? Ну, с трансгендером понятно, чувствует себя женщиной, хотя почти совсем на нее и не похож. Добро пожаловать в женскую команду. Вроде и имеет право. А как быть с правами настоящих женщин в данном случае? Они же тоже имеют право соревноваться честно, с себе равными. Или мы теперь ради защиты прав одного отдельно взятого трансгендера на права всех остальных нетрансгендерных участниц соревнований по данной дисциплине просто плюнем?
Это как же так? А где же равенство? Я уж не говорю про демократические принципы верховенства прав большинства. А к тому же большинства женщин, за права которых тоже все активно борются. Да, безусловно, и различные права меньшинств надо как-то уважать, но не за счет же явного ущемления равноценных прав большинства, причем подавляющего. Никому почему-то не приходит в голову в один ряд, скажем, бегунов поставить соревноваться человека с одной ногой или вообще на инвалидной коляске. И понятно, это нечестно. Для людей с ограниченными возможностями есть отдельные игры, паралимпийские. И это правильно, это честно. И права людей, имеющих проблемы со здоровьем, но желающих соревноваться, соблюдены. Они соревнуются с такими же, как они, на равных. При этом в паралимпийских командах есть не только люди с чисто физическими проблемами. Там присутствуют и атлеты с ментальными отклонениями. А если человек сам внутри себя не очень может определиться, какого он пола, это разве не ментальное отклонение, внутренняя глубокая психологическая или даже психиатрическая проблема? По-моему, как раз она самая. Большое количество самоубийств или повторных возвратных операций среди трансгендеров тому лишнее доказательство. Я, честно говоря, не очень понимаю, как такие люди в некоторых особенно продвинутых государствах даже служат в армии и полиции, то есть им в руки психически лобильного гражданина, скажем так, дается реальное боевое оружие с правом его применения. Но это тоже несколько иная тема. Вернусь к Олимпиаде. Если МОК так желает соблюсти права и этого меньшинства, пожалуйста, только пусть они и соревнуются с себе подобными. Чтобы соблюсти дух честных соревнований. Ведь все новомодные разговоры о некой особенной нормальности этих людей – это лишь очередная ложь в угоду чему-то. А чему? Вообще это вопрос широкий, кое в чем даже и политический. Но в нашем конкретном случае все просто и банально – деньги. Возможно, плюс личная слава, которая, опять же, приносит деньги. Ведь, как бы то ни было, и со всем уважением к этим, по моему личному мнению, просто героическим людям, паралимпийцам, кассовые сборы с их соревнований, прибыль от реклам, телетрансляций, сувенирной продукции и тому подобное, конечно, несравнимы с тем же от здоровых атлетов. А каков бы был возможный интерес публики и спонсоров к соревнованиям трансгендеров? Даже если бы их для самого проведения чего-то такого набралось достаточное количество. И при всей создаваемой вокруг этого сегодня шумихи в масштабах планеты, а именно так позиционируются Олимпийские игры, такой интерес реально вряд ли бы превысил масштабы арифметической погрешности. И все это прекрасно понимают, в том числе даже самые продвинутые ЛГБТ плюс что-то там активисты. А вот за медали на нормальных Олимпиадах совсем другие финансовые расклады. И кто за такие суммы готов и пол поменять или, по крайней мере, прикинуться, что поменял? Удивлены? Да, и такое сегодня возможно. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Как пелось в известной песенке из моего счастливого и безоблачного советского детства. Вопрос только в том, нужен ли нам сегодня вот такой вот прогресс, вот в таком виде. И такие, с позволения сказать, Олимпиады, ничего общего с самим этим понятием, давно не имеющие.